Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. Министр иностранных дел Арат Мирзоян заявил, есть плохие новости, есть и хорошие. Глава МИД Армении о коридоре и переговорах. Вот этот армянский политик, вот что он заявил. От мирового сообщества Азербайджану поступил четкий сигнал о том, что силой или угрозой силы вопросы нельзя решить. Есть линии, пересекать которые нельзя. В общем, Арат Мирзоян намекает, что Азербайджан хочет решать все вопросы силой, типа, а армяне против этого. При разблокировке коммуникаций действующие и новые дороги между Арменией и Азербайджаном будут находиться под суверенитетом стран, по которым они проходят. Об этом заявил в парламенте министр иностранных дел Армении Арат Мирзоян. Он отметил, что высказанный им тезис никто на переговорах под сомнение не ставит. Последние встречи, как и заявления, звучащие за рубежом, его подтверждают. Основные детали пока обсуждаются. При этом, пояснил министр, можно отметить конструктивный подход армянской стороны. И приходится отметить неконструктивный подход Азербайджана и возможных других заинтересованных стран. В общем, он обвиняет Азербайджан, что, мол, армяне типа хотят конструктивно все решать, а Азербайджан хочет неконструктивно, то есть силой пробить этот коридор. Так, и вот, да, при этом министр пояснил, что у Азербайджана неконструктивный подход. По крайней мере, сейчас ситуация видится таковой, заявил Мирзоян. Плохо то, что по всем направлениям переговоров Ереван сталкивается с максималистическими позициями Азербайджана. Вот что подробнее здесь. По моему впечатлению, Азербайджан, считая, что добился военных успехов, думает, что сейчас может диктовать условия. Это, конечно, не может быть реальностью. Надеюсь, что в Азербайджане с течением времени это поймут. И если там действительно заинтересованы построить устойчивый мир, они тоже должны понять, что односторонне выгодных решений быть не может. И такой подход долговременный не будет, сказал министр. В общем, вот, армяне настроены по своеобразному, что, мол, только красиво, только на наших условиях, только никаких нам ультиматумов не ставить. Типа, мы не примем, в общем, ничего, не пойдем на переговоры с Азербайджаном. Ну и в Армении сейчас стали армяне поджигать себе в Ереване. Вот один решил сжечь в центре Еревана. Гражданин совершил попытку самосожжения близ правительственных особняков, там, наверное, где Пашинян живет в Ереване. Его состояние крайне тяжелое. Так, последние новости. Ереван. Чрезвычайный инцидент произошел в воскресенье вечером в центре Еревана. Как сообщает МЧС Армении, 6 ноября в 21 часов 27 минут поступил сигнал о том, что на перекрестке улиц Параняна, Демирчана гражданин совершил попытку самосожжения. Так, на место выехал боевой расчет и дежурный психолог. Так, сознание, в общем, в бессознательном состоянии этот был человек, врачи оценили состояние крайне тяжелое. И сейчас подробнее, что здесь пишут, кто это такой и что он тут совершил. Из-за штрафа в 10 тысяч драмов у поджедшего себя гражданина конфисковали автомобиль, на котором тот работал. И вот он лежит обгоревший. Совершив самосожжение, это вообще, возле правительства особняка 47-летний мужчина Азиз Алиян. Так, он уже переведен в палату сейчас, в больницу. Брат Ильяна заявил, что у Азиза была машина, которую тут использовал для сбора и доставки железных пластиковых изделий. Однако из-за штрафа в размере 10 тысяч драмов служба принудительного исполнения конфисковали эту машину. По словам брата, отчаявшийся из сложившейся ситуации, Азиз принял решение пойти на такой шаг. Напомню, в воскресенье резиденции Пашиняна на улице Прошана была совершена пытка самосожжения. Мужчина средних лет облил себя бензином и поджег.
Полиции удалось потушить пламя. Мужчину увезли в больницу в бессознательном состоянии. Перед тем, как совершить самосожжение, мужчина выкрикнул обвинение в адрес Пашиняна. «Никол, ты разрушил мой дом». А вот в чем виноват. Вот самый главный виновник Пашинян. Видите, его обвиняет, что он виноват, разрушил благосостояние этого человека. Он решил себя покончить жизнь самоубийством. Ну вот еще новости про Иран немного. Депутаты Ирана призвали судебную власть наказать зачинщиков беспорядков. По всему Ирану идут митинги протестов. Вот, видите, на фотографии вышли женщины и мужчины. Там вчера я выпустил ролик, что убили 4 полицейских в одном городе в Иране, а теперь они пытаются власти утихомирить, как бы, эти митинги протестов. В воскресенье иранские законодатели выступили с совместным заявлением, в котором призвали судебные органы разобраться с недавними беспорядками, привести в исполнение приговора лицам обвиняемых в преступлениях. Так, об этом заявил Амир Фарахани на открытом заседании парламента. Законодатели заявили, что недавние беспорядки в Иране были реакцией врагов на масштабные победы Ирана. Они заявили, что Соединенные Штаты и другие враги были замешаны в беспорядках и предоставили бунтовщикам оружие и финансирование. Они призвали суды быстро разобраться с обвиняемыми в преступлениях и решительно противостоять тем, кто причастен к беспорядкам. Иранские власти заявили, что беспорядки, вспыхнувшие после смерти Махсы Амини, были организованы США и их союзниками в регионе. В общем, это диктаторский режим, этих иранских мул решили просто всех, что-то там больше 400 человек расстреляли уже, и всех по тюрьмам, в общем, и там еще не пожизненное заключение, я вижу, им дадут. Этим митингующим, там власть, говорю, диктатора, они с людьми не церемонятся. И не дай бог там этим людям попасть в эту иранскую тюрьму, не знаю, там беспредел. Что у Путина сейчас беспредел там в России творится, мобиков бросают, как пушечное мясо. Что и в Иране такие же диктатура. Но американцы, видно, займутся сейчас Ираном плотнее уже. Так, в Иране протестующие бросили флаг страны в мусорный бак и подожгли его. Представляете, уже протестующие правильно бросают флаги, поджигают мусорные баки. Вот он, видите, горит. В иранском городе Мереван протестующие бросили флаг Ирана в мусорный бак и подожгли его. Так, соответствующий кадр распространил телеграм-канал Азат Иран. На записи видно, как люди, недовольные режимом мул, скандируют лозунги «Смерть Хамини», «Смерть диктатору». Во! Понимаете, все, люди поняли, что Хамини это диктатор, который унижает, уничтожает население Ирана. И вот флаг горит тут, показан иранский флаг. Так что вот, видите, в Иране продолжаются митинги протестов, думаю, ну если Америка поможет, может там и что-то будет, какие-то... Может быть, даже и войска, может, со временем, не знаю, или там что-то войну. В общем, идет такая ситуация, что может война начаться. Правда, с кем Иран будет воевать, пока непонятно. Но на Иран натравят точно какие-то страны, которые находятся рядом с Ираном. Понимаете, вот тут Иран этот, и там уже диктатура этих мул. Я думаю, что-то будет. Или Турция, или Израиль будет бомбить, или Ирак туда еще, как сказать, американцы... поднатаскаю, скажут, давайте там и в атаку вперед, типа, ну они враги там, вокруг Ирана они враги, так что найти желающих, чтобы наказать, я думаю, американцы найдут, они умеют такие конфликты провоцировать. В общем, всем спасибо, всем пока, до новых встреч.